Я Батухан, внук Чингисхана. Расскажу вам, как обычная логистическая разведка монголов оказалась роковой для Древней Руси. Лето 1223 года. Над степью, раскаленной солнцем, стояла тяжелая тишина. Где-то за горизонтом, за холмами и пыльными дорогами двигалась беда. Неслыханная доселе орда, пришедшая из глубин Азии. Это были монголы, воины Чингисхана, уже покорившие полмира. А теперь их взоры обратились на запад. Предыстория. После завоевания Хорезмской империи 1219-1221 год Чингисхан отправил два тумена, около 20 тысяч воинов под командованием Джебе и Субэдэя в западном направлении. Чингисхан получил известие, что Хорезм-шах Мухаммед пребывает с малыми силами в летней резиденции на берегу Амударьи. Для его захвата было отобрано около 20 тысяч воинов, поровну из каждого тумена. Распределенные на три отряда, войска выступили в следующем порядке. В авангарде тумен Джебе, за ним Субэдэя, а затем Тохучара. Их задачей было уничтожить остатки хорезмских войск. Кстати, Хорезм-шах Мухаммед умер на острове Абискун от пневмонии. Также разведать новые земли, обычная логистика времен Средневековья. Запугать соседние народы и подготовить почву для будущих завоеваний. Основные этапы похода. Поход через Кавказ, 1220-1221 год. Монгольские войска разгромили аланов и половцев, живших в степях между Каспием и Черным морем. Половцы обратились за помощью к русским князьям, что привело к битве на Калке. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. А кто такие половцы и аланы? Половцы, также известные как кипчаки, были тюркским кочевым народом. Половцы были кочевниками, разводили скот, славились как отличные всадники. Они вели войны с русскими княжествами, но иногда заключали союзы, как, например, перед битвой на Калке. После поражения на Калке часть половцев ушла в Венгрию. Венгры, привет! Где их приняли и использовали как воинов. Оставшиеся половцы вскоре были поглощены монголами и стали частью Золотой Орды. Их потомки участвовали в формировании казахов, нагайцев, татар и башкир. Аланы – ираноязычный народ, потомки древних сарматов. Они жили на Северном Кавказе, современная Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан. В отличие от половцев, аланы были оседлыми и полукочевыми, занимались земледелием и скотоводством. Их воины славились тяжелой конницей, это отличало их от более мобильных половцев. Аланы часто воевали с хазарами, русскими княжествами и грузинами, а позже с монголами. Те, кто остался, постепенно стали осетинами, народом, живущим на Кавказе сегодня. Первым тревогу забили половцы. Кочевые ханы, привыкшие к степным стычкам, вдруг столкнулись с чем-то пугающим. Стремительными конными лавинами, железной дисциплиной и беспощадностью новых врагов. Половецкий хан Катян Сутоевич, кстати, он был тестем Мстиславу Удатному. Русичи часто женились на половчанках. Он умолял русских князей о помощи. Сегодня они взяли нашу землю, а завтра возьмут вашу. Князья собрались в Киеве на совет. Одни кричали, что нельзя доверять половцам, вечным соперникам Руси. Другие, особенно молодые и горячие, рвались в бой, уверенные в своей силе. В конце концов решили: лучше встретить врага в чужой степи, чем ждать его под стенами своих городов. Объединенное войско выступило в поход. Киевский князь Мстислав Романович, Галицкий Мстислав Удатный, Черниговский Мстислав Святославович, Волынский Даниил Романович, будущий король Даниил Галицкий. Цвет русской дружинной силы. Вместе с ним шли половцы, всего около 40 тысяч воинов. Но единства не было. Князья спорили, кто главный, кто первым ударит, кто возьмет добычу. В общем, делили шкуру неубитого медведя. Киевский Мстислав не доверял Мстиславу Удатному, тот черниговцам,
а монголы тем временем уже знали о приближении русских. Ловушка у реки Калки. 31 мая 1223 года русские дружины перешли Калку, небольшую степную речку. Первыми в бой ринулись галичане и волыняне, увлеченные половцами. Они смяли передовые отряды монголов и бросились в погоню. И тут степь ожила. Из-за холмов, как черная туча, вырвались тумены Субедея и Джебе, лучших полководцев Чингисхана. Конница обрушилась на русских, рассеянных и уставших от преследования. Половцы, не выдержав удара, побежали, смяв свои же ряды. «Стойте! Сражайтесь!» — кричали князья, но было поздно. Монголы рубили бегущих, расстреливали из луков, заманивали в засады. Киевский Мстислав, так и не вступивший в бой, укрепился на холме, но через 3 дня сдался, поверив обещанию монголов отпустить его за выкуп. Обещание было ложью. Монголы припомнили и 3-дневную оборону, и порубленных послов, и многое другое. Князья под досками. Пленных князей связали и бросили на землю. Сверху монголы положили дощатый настил и устроили на нем пир. Князья умерли в муках, раздавленной тяжестью победителей. Последствия. Из всего войска уцелела лишь 10-я часть. Погибли 9 князей из 10, тысячи дружинников, но самое страшное было впереди. Через 15 лет монголы вернутся, и на этот раз наша орда дойдет до Киева. Почему русские проиграли? Разобщенность. Князья не смогли договориться. Обычная проблема средневековых княжеств. Незнание врага. Никто не понимал тактики монголов. Но и погуглить тогда нельзя было. Ошибки в бою. Погоня без разведки. Отсутствие единого командования. Как говорится, понадеялись на русский авось. Битва на Калке стала первым зловещим звонком, но Русь его не услышала. Через 100 лет после Калки русские князья научатся побеждать монголов. Но в тот день, в пыли и крови, они впервые поняли, пришла новая эпоха. Эпоха, где старые правила больше не работали. После Калки кровь, пепел и уроки. Судьба выживших. Те, кому удалось вырваться из степного ада, брели на север, оставляя за собой следы крови на жухлой траве. Среди них был юный Даниил Романович, будущий король Галиции. Раненый, с пробитым шлемом, он едва ускакал от погони, пригнувшись к шее коня. Его дядя, Мстислав Удатный, тоже сумел убежать, но слава его удачи после Калки потускнела навсегда. Половцы, виновники скоропалительного наступления, рассеялись по степям. Хан Катян бежал в Венгрию, но монголы настигли его и там. Через 16 лет, в 1239 году, его войско было перебито, а сам он погиб. Почему монголы не пошли на Русь сразу? Беде и Джебе могли двинуться вглубь русских земель, но развернули коней и ушли. А причины были такие. Приказ Чингисхана. Их задачей была разведка, а не завоевание. Потери. Даже победив, монголы потеряли тысячи воинов. Сроки. Они уже 2 года были в походе, кони и люди измотаны. Но перед уходом монголы сделали то, что станет их фирменным знаком. Они же гнаша их до реки Днепра, и тут же оставиша землю их пусту. Новгородская летопись. Выжженные деревни, горы черепов на дорогах – это был первый визит. Второй, в 1237 году, окажется страшнее. Тактика, сломавшая князей. Великое притворное бегство. Монголы заманили русских в ловушку, изображая отступление. Удар из засады. Пока дружины гнались за беглецами, основные силы ждали в урочищах. Разделение врага. Монголы знали о распрях между князьями и били их поодиночке. Интересно, что та же тактика погубила позже венгров на реке Шайо в 1241 году и поляков при Легнице. Кто эти варвары? Непонимание угрозы. Вернувшиеся с Калки рассказывали невероятное.
Они стреляют дальше наших лучников. Монгольские луки били на 300 метров. Татары не разбирают дороги, идут по трупам, как по мосту. Их кони не знают усталости. У каждого монгольского воина было 3-4 лошади. Но князья решили, это степной набег, не более. Никто не укрепил границы, не создал союзов. Когда в 1237 пришел хан Батый, Русь была так же раздроблена, как и в 1223 году. Историческая тень Калки. В 1237 году я вспомнил слабость русских и ударил именно там, где они не ожидали. Не с юга, а с северо-востока, на Рязань и Владимир. В 1240 году Киев пал за 9 дней. Мы, монголы, использовали те же приемы: ложное отступление, изматывание, удары с флангов. В 1480 году, только через 257 лет, Русь окончательно сбросит иго. 1223 год. Вечер после битвы. Над полем стелется туман, перемешанный дымом. Монгольский воин бросает в костер русский шлем с крестом. Железо плавится, крест чернеет. Где-то в темноте хрипит раненый конь. Субедей смотрит на запад и говорит Джебе: они не научились. Вернемся и возьмем все.